Здравствуйте, уважаемые зрители и гости нашего канала Семёныч. Сегодня у нас видео пойдет о тракторе Т-16МГ, он же самоходное шасси. Случилась поломка. Ехали и вдруг трактор внезапно встал. Ну, по нашим первым признакам, что-то со сцеплением, ну, либо там еще что-то. Ну, как говорится, вскрытие покажет. Трактор у нас в личном подсобном хозяйстве с 2010 года. Таких поломок ни разу не было. Двигатель ни разу не снимался. Но сейчас придется снимать его. Так как, чтобы до диска сцепления долезть, необходимо снять двигатель. Что мы и сейчас будем делать. Ну и, конечно же, по возможности буду показывать все вам. Ну все, приступаем. Сняли мы капот. Открутили двигатель, как видите, он маленечко уже отошел, и сейчас с помощью гидравлики будем пробовать его поднимать, как у нас сейчас это получится. Все, приступаем. Сняли мы, в общем, двигатель. Здесь немного корзина в масле. Это ничего страшного. Пока здесь ничего не обнаружили. Здесь тоже не видать ничего. Сейчас будем откручивать сам диск сцепления. Посмотрим его. Сняли мы, в общем, вот этот вот диск. И как видите, вот она, наша поломка. В чем была причина. Обрезала все эти. Может, шоркало, может, время пришло. Все заклепки. И вот как раскололся у нас диск сам. Сейчас его будем вытаскивать. Заменим и обратно. То есть сильно здесь, по большому счету, небольшая поломка. Мы рассчитывали на большее. Предполагали. Но обошлось малой кровью, как говорится. Ну все, сейчас меняем. Вот эти вот накладки. Либо диск сам весь заменим. Новую возьмем. Ну все. Причину нашли. Это уже радует. Вот как видите, заклепочки. Под второй, вернее, накладкой вот этой вот находились. Что там внутри? Вот. Внутри там подшипник, вон он. Надо нам помазать его. Также мы еще обнаружили, что изнутри, вон видите, сальничек не стоит на месте. Сейчас вскроем вот эту вот пластинку, набьем туда литольчика смазки и поставим данный сальничек на место. Так что так вот. Видите? Итак, уважаемые зрители, как видите, вот старая накладочка у нас. Вот она. Осталась одна, вторая вон она, как я вам уже показывал. Проехали мы по всем магазинам. У нас их 2 штуки. Ни в одном из магазинов такого диска, именно на Т-16, мы не нашли. Вышли из положения так. Купили, подобрали накладки вот эти вот. Они, правда, были большего размера, но благодаря умелым действиям и рукам токаря мы их обточили. Ну и, соответственно, сами наклепали. Сейчас осталось дело за малым. Как я вам уже показывал, заменим он тут сейчас сальничек, манжету. Ну и будем в обратной последовательности собирать двигатель. Уже устанавливать на место. Ну все, делаем дальше.
Устанавливаем мы, в общем, вот сцепление. И дошел вопрос такой по центрации его. Вот видите, его необходимо отцентрировать. И в интернете я тоже усмотрел такую установочку для центрации. Там кое-какие размеры есть. Нашел я вот такую вот железяку. И сейчас поеду к другу токарю, к хорошему специалисту, и попробую эту приблуду сделать. Я думаю, что она на будущее понадобится для того, чтобы центрировать сцепление. Ну все, едем. Получилось у нас в итоге вот такая вот железяка, которую я и хотел сделать. И вот так вот она у нас работает. Вот, с помощью этой железяки мы прекрасно в течение там каких-то минут отрегулировали, отцентрировали, самое главное, хорошо, в идеале, наше сцепление. Кому понравилась вот такая вот железячка, делается она не так сказать, что и долго. Вот это вот самое большое, диаметр 78 миллиметров. Затем вот эта вот ступенька идет следующая, 51 миллиметр в диаметре. И вот это вот 20. Расстояние вот это вот по длине 95 миллиметров. Вот это вот 30 миллиметров. Ну а здесь вообще 50 должно быть. Ну я сделал здесь, как оно было, в общем, по железячке. Ничего страшного. Возьмите, в общем, на заметку. У кого есть такие трактора у нас в населенном пункте, ни у кого я не нашел. Спрашивали мы, кто делает на глаз, кто на что гораст, в общем. Вот так вот. Но зато сейчас будем пользоваться вместе. Ну а сейчас будем регулировать болты вот эти вот, зазоры. Вот только не знаю, в интернете вроде пишут, расстояние должно быть 1,3 до 2 миллиметров. А вот в инструкции, вот, не в инструкции, а в руководстве по эксплуатации пишут, вот, зазоры должны быть, вот, между упорами муфты, вал отбора мощности, который должен быть 2-2,5 миллиметра. И вот кому верить, Бог его знает. Но мы будем верить, наверное, между тем и тем, и возьмем 2 миллиметра. Нашел я вот такую вот пластиночку. Она ровно у нас 2 миллиметра. И сейчас будем вот эти вот болты расслаблять. И вот здесь вот вставлять. И между этими дисками делать 2 миллиметра. После чего отрегулируем вот эти вот лапки. Так как мы, как в 2010 году этот трактор приобрели, регулировали сцепление только вот этими вот лапками. В итоге у нас получилось расстояние здесь от 59 до 61 миллиметра. То есть расстояние. То есть у нас он косо маленечко стоял. В идеале мы его не регулировали, не умудрялись так сделать. Сейчас же мы все сделаем, к примеру, там 60 миллиметров все. И потом уже тягами будем регулировать выжимной подшипник. А так мы регулировали через вот этот вот лючок, который находится, вот он. Ну все, сейчас приступаем к регулировке. В общем, выставили мы лапки, как положено. Затем отрегулировали здесь зазоры. И сам себя проверил. В руководстве по эксплуатации здесь написано вот черным по белому. Для регулировки этого зазора ослабить гайку, то-то, то-то, вывернуть болт на 1,5 оборота. То есть ослабили мы вот эту вот гаечку и вывернули вот этот болт на 1,5 оборота. Я маркером вверх наметил и сделал 1,5 оборота. Затем с помощью щупа самодельного решил проверить. И они совпали тем самым. То есть вывод напрашивается тот, что вроде правильно все сделали. Как будет еще в работе, посмотрим. Ну а лапки, зазор между лапок и выжимным подшипником будем уже регулировать через лючок. Как я уже сказал, с помощью тяг. Эти лапки трогать вообще теперь не будем. Ну все, осталось дело за малым. Снова женить двигатель с нашим трактором. Что мы сейчас будем делать?
Ну что, уважаемые зрители, собрали мы нашего стального коня в кучу. Осталось самое малое — проверить качество сборки и правильность работы двигателя, сцепления именно. Работа у нас была со сцеплением. Поэтому что сейчас и сделаем. Включаем массу. Загорается сразу у меня вот эта вот лампочка, что это работает. Включаем декомпрессор. Отжимаем сцепление. Ну и пускаем газ в полную. Запустился. Все, сейчас будем пробовать включать скорости. Я их включаю, вот у меня здесь табличка, 7 скоростей, задняя, ну и вот эти вот все, не считая черепашки. И сейчас продемонстрирую, как я включаю скорости. Включаю скорости я всегда через пониженную, через вот это вот. Отжимаю, вот, хлопс. И после этого можно включать любую скорость. Вот, без всяких скрежетов получается. Вот. Нормально. Если будем сразу включать, то может быть скрежет небольшой. Вот видите? Чтобы этого скрежета не было, мы включаем ее вот через пониженную, и все, и можем ехать. То есть все нормально работает. Задняя вот. Также мы еще с вами регулировали вал отбора мощности. Он включается вот. Только педальку эту уже надо. Необходимо до самого пола нажать полностью. И вот то же самое. Пальчиком хлопс, без всяких скрежетов, без всего. Сейчас пойдемте посмотрим, работает или нет. Так, как видите, вал отбора мощности крутится. Все нормально. Сцепление регулировал вон той тягой я вперед. Сейчас я вам ее покажу. На улице дождик пошел. Вот, если я думаю, видно, здесь вот две тяги. И вот эта вот тяга верхняя, мы его регулировали. Я, то есть, допустим, лежал на полу там, и через лючок, который я вам показывал, вон он размещен, мы отжимной подшипник подтягивали к диску, к лапкам. Зазор сделали мы 2 миллиметра, как и написано в руководстве по эксплуатации. У данной модели трактора, после того, как нажимаешь педаль сцепления полностью до пола, перестает работать гидравлика. А здесь, как вы знаете, подсоединено у нас рулевое управление, то есть оно затруднено, сразу работает трудно, практически вообще не работает. И рабочий орган, если, допустим, вы в это время что-то делаете. Поэтому ее стоит нажимать только наполовину. Все. А раньше мы регулировали сцепление через тот же лючок, только уже каждую лапку по отдельности. Сейчас будем регулировать только этими тягами. Ну и все, в принципе. Все, что смог, то рассказал, показал. Пишите, вопросы задавайте, отвечу всем без исключения. Спасибо же, конечно, всем, кто смотрел. Ставьте лайки, дизлайки. Всем всего доброго и до новых встреч. Ну и как я уже сказал, говорю всегда, вернее, не ломайтесь, а работайте на данной технике. Ну все, всем всего доброго и до новых встреч. А мы поехали в ангар.